Просматривая Авито, я наткнулся на объявление о продаже фотоаппарата Nikon D80 за 500 рублей. Выяснилось, что он был утоплен и не включается. Но наше сегодняшнее видео не о фотоаппарате, которым мы тоже обязательно займемся, но попозже. Автор объявления указал, что в наличии также светосильный широкоугольник Nikkor 35 мм 1.8, которому не очень повезло оказаться на фотоаппарате в момент его купания. Для меня, как человека, регулярно снимающего видео, выбор и покупка объективов и приятное хобби, и важная часть работы. Прибор с подобными характеристиками я хотел купить давно, в первую очередь для своих музыкальных роликов, о которых, я надеюсь, вы уже знаете, если бывали на моем музыкальном канале. Пользуясь случаем, приглашаю вас его посетить. Ссылочку оставляю в описании. Так или иначе, стоимость подобного объектива на Авито сегодня от 8000 и выше, и я очень обрадовался, узнав, что человек готов его отдать вместе с фотоаппаратом за 3000 рублей. Установим объектив на камеру и посмотрим, что у нас с изображением. Сразу видно, что не хватает контрастности. При этом резкость отличная, по-моему, даже получше, чем у Vega 11U, на которую я снимаю это видео. Поскольку дефект на картинке не локализован, очевидно, что загрязнение находится преимущественно на внутренних поверхностях, в местах расхождения лучей. Также при вращении кольца фокуса слышно потрескивание, причина которого пока непонятна. Известен ряд способов ремонта техники, пострадавшей от влаги. Первый способ банален – просушить устройство. В интернете рекомендуют уложить его на бытовую отопительную батарею, либо рядом с ней. Лично я бы на саму батарею класть прибор не стал. Есть вероятность, что при нагреве смазка механизма фокуса может потечь и попасть на линзы и в диафрагму. Но в любом случае аккуратно просушить пострадавшего не помешает. В летнее же время его можно просто прогреть на солнышке. Второй способ – поместить пострадавший прибор в герметичный мешок или короб, в котором находится сорбент, то есть вещество, поглощающее влагу. В качестве него можно использовать обычную соль, сухой рис, либо силикагель, химический состав, специально предназначенный для этой цели. Но боюсь, что нам в данном случае это не поможет. Влаги, как таковой, внутри объектива, я думаю, уже не осталось. Почему же у нас проблемы с изображением, если вода испарилась? Дело в том, что жидкость, которую мы привыкли считать водой, на самом деле раствор солей. Соль не реагирует с водой, а растворяется, то есть смешивается с ней, при этом полностью сохраняя все свои свойства. Поэтому при испарении воды соль остается на предмете, с ней контактировавшим. Именно поэтому я настаиваю на том, что водопроводной водой нельзя промывать печатные платы. Соли, содержащиеся в воде, могут остаться на проводниках и элементах и впоследствии повредить их. Учитывая сказанное, считаю целесообразным сразу приступить к разборке объектива. На форумах можно найти много страшных историй про сбитые плоскости, нарушенное центрирование, порванные шлейфы и так далее. А многие, разобрав объектив, банально не понимают, как его собрать снова. Открою вам секрет. Если при разборке и обращении с абсолютно любым прибором соблюдать ряд простых правил, неприятностей можно избежать. Это не гарантия, что вы его отремонтируете, но это как минимум условие, при котором вы его не сломаете. Правило первое. Снимайте процесс разборки на видео. Впоследствии это существенно упростит сборку. Правило второе. На частях устройства, которые могут быть установлены по-разному, особенно подвижных, ставьте метки маркером. Правило третье. Найдите и посмотрите в YouTube видео по разборке, снятые другими людьми. Если вы не нашли свое устройство, найдите похожее. Вы в любом случае почерпнете что-то полезное. Правило четвертое. Соблюдайте разумную степень разборки. Добравшись до нужной детали, не разбирайте все остальное. Не создавайте себе лишнюю работу. Правило пятое. Если деталь не отделяется, не спешите применять физическую силу. Разберитесь, что может ее удерживать. Возможно, она блокируется другой деталью. Правило шестое. Разбирая сложное устройство, имейте в виду, что из него могут высыпаться шарики и выпрыгнуть пружины. Рабочее место подготовьте так, чтобы в случае чего эти детали было легко найти и собрать. Правило седьмое. В миниатюрных устройствах винтики могут отличаться не только диаметром, но и длиной. Если при сборке перепутать их местами,
можно повредить прибор. Правило 8, тоже очень важное. Не выполняйте лишних действий, не связанных с ремонтом. Не промывайте, не смазывайте, не подвергайте чистке детали, которые и так исправно работают. Опыт показывает, что это приносит только вред. Правило 9. При перерыве в работе не бросайте разобранное устройство на столе. Уложите детали в коробку или накройте сверху, чтобы защитить от пыли. И здесь нас ждет первый сюрприз. Проводок оторван. Оторвал его явно не я. Отпаяем второй, все равно припаивать заново. На разъеме видно, какие два контакта были использованы, а полярность их значения иметь не может, поскольку это обычный выключатель. При легком покачивании корпус отделяется и снимается. И мы видим еще один оторванный провод, который явно не на своем месте. Похоже, этот контакт – минус питания, который должен соединяться с корпусом фотоаппарата через кольцо байонета. Видимо, этот проводок, болтаясь, и издавал щелчки при вращении кольца фокуса. Либо кто-то уже пытался разбирать объектив до нас, либо провода каким-то образом пострадали от влаги. Эта контактная группа отвечает за считывание информации о фокусировке для передачи данных в камеру. Такой элемент в электронике называют энкодером. Через эти 4 контакта он в цифровой форме возвращает информацию об угле поворота кольца фокуса. Также он служит концевиком, то есть датчиком крайних положений для мотора фокуса. Теперь нам предстоит снять задний линзоблок. Забегая вперед, скажу, что для существенного упрощения последующей сборки максимально постарайтесь при снятии линзы не отделить ее от обоймы окружающего ее геликоида. Геликоидом называют винтовой механизм, который отвечает за поступательное движение линзоблока при вращении кольца фокуса. Чтобы демонтировать и линзу, и обойму в сборе, удерживать этот узел нужно именно за линзоблок, а не за геликоид. Также перед разборкой подобных подвижных механизмов их вращающиеся части лучше установить в какое-то крайнее положение. Здесь предлагаю кольцо фокуса выкрутить на бесконечность. Линзоблок при этом будет полностью утоплен, а контактная группа находиться у белой шестерни. На этом этапе имеет смысл выделить отдельную коробочку для винтиков, которые находятся уже внутри объектива. Это упростит сборку. Эти два торчащих усика – направляющие, по которым движется линзоблок. То есть геликоид вокруг него вращается, а линза перемещается поступательно, не поворачиваясь. У этого кольца есть характерный продолговатый вырез, в который продет шлейф. Это будет ориентиром при сборке. Прежде чем мы вытащим линзоблок, поставим еще одну меточку на корпусе. Обойма геликоида в этом объективе имеет 3 одинаковых направляющих, поэтому ее можно установить в 3 разных положениях, равно как и вкрутить в нее сам линзоблок. По идее, на работу это не повлияет, но лучше установить именно так, как было изначально, поскольку положение может быть связано с юстировкой линзоблоков. Для снятия линзы используем небольшую оснастку. И аккуратно вынимаем линзоблок вместе с геликоидом. К сожалению, я при снятии отделил линзу от обоймы, и мне пришлось потратить пару лишних часов при сборке, чтобы полностью понять принцип работы этого механизма. Зато теперь этот объектив я соберу даже с закрытыми глазами. Геликоид у нас пластмассовый. Чтобы качественно отмыть передний линзоблок, диафрагму лучше тоже демонтировать. Она здесь самостоятельный механизм, не связанный с другими частями объектива, поэтому не потребует какой-либо настройки при сборке. Для лучшего доступа к винтам чуть поворачиваем кольцо фокуса. На этом этапе я рекомендую взять еще одну отдельную коробочку для винтиков, чтобы их не перепутать. А винты эти затянуты неожиданно сильно. Диафрагма у нас отделяется без труда. Итак, мы получили доступ к обоим линзоблокам. Промывка линз – не самая простая работа. Дело в том, что на них нанесено просветляющее покрытие. Поскольку его состав является коммерческой тайной производителя, ни восстановлению, ни полировке оно не подлежит. Поэтому наша задача – удалить загрязнение, максимально стараясь не повредить это покрытие. Какой раствор следует использовать для промывки? Обратившись с этим вопросом к интернету, я нашел целый ряд советов, некоторые из которых противоречили друг другу. Из найденного можно выделить несколько вариантов.
Первое. Промывка дистиллированной водой. Второе. Промывка разновидностями спирта, медицинские, изопропиловые и так далее. Третье. Промывка оригинальным бензином Premium Lighter Fluid от зажигалки Zippo, как вариант с добавлением эфира. Четвертое. Промывка специальным раствором для очистки линз от компании Carl Zeiss. И, наконец, пятое. Чистка сажей при помощи копчения лезвия ножа зажигалкой или свечой с дальнейшим нанесением этой сажи на протирочную бумагу. Интересно, что споры на тему того, какой способ лучше, в интернете разгораются нешуточные. Между тем, если вдуматься, люди спорят о разных вещах. Дело в том, что очистка поверхности линз делится на два этапа. Первый – удаление, собственно, загрязнения. Второй – обработка стекол для придания им максимальной чистоты и прозрачности. И многие не понимают разницы между первым и вторым. На самом деле, способ начальной очистки зависит от состава загрязнения. Если это обычная уличная грязь, это одно. Если следы жизнедеятельности человека или животных, отпечатки пальцев, слюна, следы пищи, то есть органика, второе. Если высохшая влага или конденсат, третье. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что разные химические составы по-разному реагируют с разными загрязнениями и друг с другом. Не говоря уже о том, что у разных объективов может быть разный химический состав просветляющего напыления. Поэтому мы и читаем в интернете, что одному человеку конкретная жидкость помогла, а второй ей же испортил объектив. Поэтому раствор для первичного этапа очистки нужно выбирать исключительно исходя из загрязнения. В нашем случае это соли, выпаренные из воды. И так как загрязнение находится внутри объектива, биоматериалов на нем быть не должно. А соль, как мы знаем, лучше всего растворяется водой. Воду мы будем использовать медицинскую. Называется она вода для инъекций и продается в любой аптеке. По сути, это обычная дистиллированная вода, но с более высокой степенью очистки. Она является аперогенной, что означает, что из нее дополнительно удалены вещества бактериального и животного происхождения. Вообще, дистиллированная вода также продается в хозяйственных и автомагазинах, но во избежание подделок лично я бы ее использовать не стал. Лить воду на линзы не следует. Смачиваем безворсовую салфетку, складываем вдвое и с средним нажимом протираем поверхность. Салфетку прижимаем подушечкой пальца. Использовать палочку я не рекомендую, так как от нее даже через салфетку будут оставаться следы в виде царапин. Промыв, высушиваем груши. Дуть на приборы изо рта нельзя, так как с воздухом всегда вылетает слюна. Процесс повторяем несколько раз. Наконец, выполняем окончательную очистку при помощи уже сухой, тоже безворсовой салфетки. Ну что, как говорится, терпение и труд. Откровенно говоря, я сам удивлен результату. По-моему, стекла выглядят как новые. Если честно, больше всего я боялся, что загрязнение окажется внутри линзоблоков, то есть между линзами. Конечно, разумно предположить, что линзоблок не может быть негерметичным, но согласитесь, все бывает. Теперь давайте попробуем собрать этого монстра. Для начала установим диафрагму. Здесь вроде бы никаких проблем нет. Осторожно, пружина может улететь. Устанавливаем геликоид с линзоблоком. Обратите внимание, брать в руки эту деталь следует только через салфетку, иначе вы обязательно оставите на линзе отпечатки пальцев. Если при разборке обойма геликоида отделилась у вас от линзоблока, как это получилось у меня, эта часть будет самой сложной. Но здесь суть сводится к тому, чтобы правильно установить линзоблок в геликоид. Если мы внимательно посмотрим на резьбу по периметру линзоблока, мы увидим, что она имеет два витка, два паза. Наша задача установить линзоблок так, чтобы паз обоймы вошел между двумя пазами линзоблока, а не сверху или снизу от него. Поэтому механизм нужно собрать заранее и потом целиком поместить его в объектив. Если сначала отдельно установить в объектив обойму геликоида, а линзу загрузить сверху потом, с первого взгляда механизм тоже будет работать. Но положение линзоблока в геликоиде будет неверным, и кольцо фокуса при вращении будет упираться с одного края, не покрывая весь диапазон.
Если при полном выдвижении заднего линзоблока наружу бегунок контактной группы не доходит до упора, значит вы неправильно собрали механизм геликоида. Обратите внимание, паз обоймы входит между пазами линзоблока с существенным усилием. На первый взгляд он вообще туда не входит. Это нормально, так должно быть. Также, поскольку и на линзоблоке, и на геликоиде 3 секции резьбы, собрать его можно 3 способами. Поэтому при вставке нужно соблюдать правильный угол. Для установки ориентируйтесь, пожалуйста, вот на это фото. Если вы верно установили линзоблок и обойму геликоида, кольцо с направляющими встанет на свое место, и вы, чуть скорректировав угол механизма геликоида, без проблем сможете затянуть крепящие винты. Ура! Геликоид у нас работает. Все самое страшное теперь позади. Восстановим оборванные провода. Заодно проверим, работает ли контактная группа энкодера. Дальнейшая сборка не представляет никакой сложности. Верная ориентация кожуха вот такая. Укладываем тонкое кольцо, исходя из оставленной метки. Сверху идет кольцо байонета. Все это крепим 4 большими шурупами. Черный шуруп – крепление переключателя режима фокусировки. У нас осталось 3 шурупчика и 2 винтика. Винты крепят колодку с контактами, а шурупы фиксируют всю пластиковую вставку. Ну что, объектив готов к бою. Видим, что контрастность полностью восстановилась. Картинка четкая, резкость по всему кадру равномерная. Вы смотрели канал Major Tom Workshop или Большая мастерская Тома, посвященный электронике и технике. Если материал в этом видео показался вам полезным, пожалуйста, напишите комментарий и поставьте лайк. Если же вы здесь впервые, буду рад видеть вас в числе своих подписчиков. А если вы хотите поддержать автора финансово, в описании видео вы найдете информацию о том, как это сделать. Нашим следующим клиентом будет вот этот товарищ за компанию, искупавшийся с объективом. Не теряйтесь, подписывайтесь, будет интересно. Хорошего вам настроения, пока!